Это вам не Аляска. Путина в Китае встретили красной дорожкой, но хозяин у трапа не ждал. Ложь Москвы развенчали украинские военные и зарубежные аналитики. Сколько квадратных километров пририсовал себе Герасимов? У ВСУ появился неожиданный союзник на фронте. Кто ликвидировал десятки оккупантов в Херсонской области? На фоне слухов о собственной кончине Трамп прервал молчание, в том числе загадочным постом. Кремль опять указал Лукашенко на его место. И многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Вместо встречи с Зеленским – визит в Поднебесную. Некоторые даже независимые издания пишут, что хозяин Кремля прибыл в Китай не как вассал, а как равный и чуть ли не как триумфатор. Ведь у него получилось недавно встретиться с самим президентом США, но такие оценки кажутся преувеличенными. Это Си Цзиньпин принимает Путина наряду с большим количеством других руководителей стран так называемого глобального юга в рамках 25-го саммита Шанхайской организации сотрудничества. Если бы хозяин встречи как-то особо выделял московского гостя, он бы встретил его у трапа. Но Китай не Аляска. В аэропорту Биньхай был и еще один маленький, но обидный нюанс. Обычно в зарубежных поездках Путин передвигается на своем аурусе с московскими номерами. Но в этот раз великого геополитика заставили сменить их на китайские. В Тяньцзине, городе на севере КНР, где проходит саммит ШОС, Путину придется сидеть рядом с премьером Индии, которая резко сокращает закупки российской нефти из-за пошлин Трампа, с премьером Армении, которая стремительно уходит из-под московского влияния, и с президентом Азербайджана, с которым Кремль ведет почти открытую войну. Ну, в общем, одни друзья. Объединенной группировкой войск продолжается безостановочное наступление практически по всей линии фронта. Генштаб ВСУ жестко прошелся по громким заявлениям Валерия Герасимова. 30 августа российская пропаганда распространила отчет начальника Генштаба ВС РФ по итогам весенне-летней кампании 2025 года. В его основе попытки выдать желаемое за действительное и откровенное вранье. Очередная сезонная наступательная кампания закончилась практически ничем. Представленные оккупантами цифры по захваченным территориям и населенным пунктам существенно завышены, сообщают в Генштабе ВСУ. В то же время стопроцентно подтвержденный результат, достигнутый россиянами с начала 2025 года, это их общие потери в 291 тысячу солдат убитыми и ранеными. Итоговый отчет генерала Герасимова – типичный образец агрессивной кремлевской лжи и спеси. Украинские силы обороны держат фронт, уничтожают и истощают оккупанта. Особо отмечено и лицемерие Герасимова, заявившего о точных ударах по военным объектам. Цену этих ударов платят украинские мирные жители. Только 28 августа российская атака на Киев убила 25 человек, включая 4 детей. Любые утверждения об уничтожении украинской ракетной промышленности в украинском Генштабе назвали иллюзией пропаганды, отмечая успешные точные удары украинских войск по российским объектам. Сходятся в оценках с Генштабом ВСУ и аналитики из Института изучения войны. Россия снова переигрывает факты, создавая иллюзию стремительного наступления и неизбежной победы над Украиной. С марта месяца освобождено более 3500 квадратных километров территории и 149 населенных пунктов. Но у Института изучения войны другие цифры. Реальный захват всего 2300 квадратных километров и 130 населенных пунктов. Валерий Герасимов пририсовал себе более 1000 квадратных километров. Зачем это делается? Представление Кремлем завышенной статистики территориального прироста без критического анализа потерь, связанных с этим приростом, вероятно, является попыткой манипулировать восприятием военных действий России и поддержать давнюю кремлевскую версию о неизбежности победы России на поле боя. Это не так. Россия пытается продать миру победу, которой на поле боя нет, а правда остается на стороне Украины.
Возле Купянска украинские силы обороны снова бьют по врагу и возвращают контроль над стратегической территорией. Село Мирное, которое до недавнего времени было под контролем российских оккупантов и откуда они держали под прицелом трассу на город, освобождено. Это подтвердил спикер оперативно-стратегической группировки войск Днепр. Виктор Трегубов заявил, россиян откинули, украинские войска продвигаются дальше. На картах проекта Deep State Мирное тоже обозначено как деоккупированное. О потерях противника пока информации нет, но сам факт освобождения села – серьезный удар по логистике оккупантов. И это не все хорошие новости с фронта. У ВСУ появился неожиданный союзник. Помогают бить оккупантов сами оккупанты. На левобережье Херсона хаос в рядах захватчиков. Российские подразделения устроили кровавую перестрелку между собой. Об этом сообщает партизанское движение «Атэш». Инцидент произошел еще 19 августа, но информация о нем выплыла только теперь. Все началось с того, что солдаты 24-го мотострелкового полка открыли огонь по позициям 127-й разведывательной бригады. Российские разведчики, уверенные, что на них напала украинская диверсионно-штурмовая группа, подняли резерв и ввязались в хаотичный бой. Результат – более 20 погибших. Но это не все хорошие новости. В рядах российской авиации минус 2 птички. Украинские дроны уничтожили 2 вертолета в аэропорту оккупированного Симферополя. Об этом сообщает аналитический авиационный ресурс «Авивектор» на основе спутниковых снимков. Предварительные данные указывают, что беспилотники нанесли удар по вертолетам Ми-8 и Ми-24, оставив после себя пылающий след на территории аэропорта, временно захваченного Россией. Событие произошло в субботу. Спутниковые снимки ясно показывают пожар там, где ранее стояли российские машины. Эксперты отмечают, что ранее вражеская сторона фиксировала движение украинских дронов в сторону аэропорта Симферополя, предупреждение, которое, похоже, не спасло их вертолеты. Официальных комментариев Генштаба ВСУ пока нет, но по данным украинских военных, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 340 вертолетов. С каждым новым ударом картина для оккупантов становится все тревожнее. Украинская армия не просто наносит удары, она постепенно лишает врага его авиационного потенциала. А тем временем Россия продолжает бомбить. Ночью захватчики запустили по Украине 142 беспилотника. Есть попадание 16 дронов на 10 локациях. Основной удар пришелся по Одесскому району. Целью стала энергетическая инфраструктура. Более 29 тысяч человек оставались без света. Огонь охватил частные дома и административные здания. Известно об одном пострадавшем. Похожая ситуация сложилась и в Черниговской области. В результате удара российских беспилотников без электричества осталось более 30 тысяч домохозяйств в Нежине и его районе. Трамп жив. После нескольких дней отсутствия на публике, которые породили слухи о смерти президента, хозяин Белого дома мелькнул перед телекамерами. Еженедельную игру в гольф Дональд Трамп отложить не смог. Это же не санкции в отношении России. За день до истечения срока, отведенного Путину для встречи с Зеленским, президент Соединенных Штатов в интервью Daily Caller констатировал очевидное. Прямой диалог между президентом Украины и российским диктатором маловероятен, но возможны иные варианты. Трехстороннее – да, произойдет. Двухстороннее – не уверен, но трехстороннее будет. Иногда люди просто не готовы. Американский лидер снова сравнил ситуацию с дракой 2 детей в песочнице, но, может, ребенок сидит не в Москве или Киеве, как думаете? Собираясь на поле для гольфа, хозяин Белого дома успел сделать несколько постов в своей социальной сети, в том числе этот. Мир скоро поймет, ничто не сможет остановить то, что приближается. Загадочно. Как думаете, о чем это? Российская угроза заставляет европейские страны возвращаться к подзабытым практикам и даже задуматься о новых. Германия готовится к масштабной перестройке своей армии, и речь идет не только о возвращении призыва. Фридрих Мерц не исключает, в будущем обязательная служба в Бундесвере может распространиться и на женщин. Канцлер говорит откровенно, нынешняя добровольная модель может оказаться недостаточной. Если цели не будут достигнуты, Германии придется возвращаться к обязательной военной службе, и тогда
Тогда женщины тоже станут частью мобилизационного потенциала. Пока Конституция не позволяет этого сделать, но корректировки назрели. По словам Мерца, решение отказаться от призыва в 2011 году теперь выглядит ошибкой. Федеральный кабинет министров одобрил законопроект, который увеличит численность бундесвера на десятки тысяч солдат. Сегодня в армии служит около 182 тысяч, но цель минимум 260. В мае во время первой речи в Бундестаге в качестве нового канцлера Мерц заявил, что собирается сделать немецкую армию самой сильной в Европе. В Кремле опять поддели Лукашенко. Владимир Путин поздравил своего коллегу с днем рождения. И дело не в тексте, а в дате. Путин опять сделал это 30 августа. И ошибки тут нет. Лукашенко в самом деле родился в этот день, в 1954 году. Только несколько лет назад самовластному правителю Беларуси пришло в голову подкорректировать свою биографию и перенести дату своего рождения на 31 августа, день появления на свет его младшего сына Николая. Почему же хозяин Кремля продолжает упорно поздравлять коллегу 30-го из вредности или хочет намекнуть, что в архивах Лубянки есть и другие факты из личной жизни белорусского тирана? Может, у вас есть версия? Пишите в комментариях. Ликующие толпы, бурные и продолжительные аплодисменты, слезы радости до состояния близкого к истерике довело присутствующих появление дорогого товарища Ким Чен Ына. Так принято официально называть потомственного диктатора Северной Кореи. Можно подумать, что лидер коммунистического режима прибыл открыть Центр управления космическими полетами, но с такой помпой ввели в строй очередной комплекс по выращиванию рыбы. Заодно товарищ Ким продемонстрировал свой новый имидж. В наших краях эту шляпку вряд ли сочли бы мужской, возможно, в КНДР тоже. Но кто же осмелится сделать вождю такое замечание? Даже эти суровые вояки в мешковатых мундирах с изможденными лицами. Ведь за такое могут отправить на далекий украинский фронт. Отдельное спасибо за то, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. Доброго вам вечера, до новых встреч и хороших вам новостей.